Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Особенно приветствую в этом видео я тех, кто родился под знаком зодиака Лев. Уважаемые львы, этот прогноз будет для вас. Мы посмотрим, что готовит вам месяц август. Рассмотрим общую атмосферу месяца, сферу работы, финансов, личную жизнь и совет предостережения. Будет одна общая позиция для всех, выбирать ничего не нужно, один вариант. И начиная с общей атмосферы грядущего месяца, давайте посмотрим, каким же будет август для львов. Серьезным, официальным. Много новостей, много бумаг, много переписок официального характера. У кого-то это работа, у кого-то официальные отношения. Причем, вы знаете, вам будет улыбаться фортуна. Вот все будет складываться так, как нужно, так, как благоприятно, благополучно. И вы знаете, то, что будет происходить с вами в августе, это лишь верхушка айсберга. Самые такие главные, глубокие события, они будут уже позже, в сентябре и далее. Тем не менее, здесь все складывается благополучно, благоприятно и успешно. Подписать, оформить документы, получить важную информацию, с кем-то найти контакт, сконнектиться, да, официальные вопросы какие-то решить, да, это все будет у вас в августе. Теперь сфера работы, давайте посмотрим. Ну, здесь какое-то новое начало, прям новый виток. Для кого-то это новое место работы, для кого-то это новый проект на текущем месте работы, но это все благоприятное. Это благоприятные события в благоприятном ключе. Для многих здесь карьерный рост. У кого-то важную роль в сфере работы будет иметь женская фигура, она будет вам способствовать, сопутствовать, поддерживать. Но все это будет для вас проходить очень продуктивно и гармонично. Дело касается стремления к поставленным целям. И пятерка мечей – это карта победы. То есть вы здесь априори победитель. Вот те планы, которые вы себе будете выстраивать, те проекты, те какие-то вот сюжеты, ответвления, да, вот именно в сфере работы, это все у вас будет процветать и развиваться. Вас это будет, ну, я не могу сказать, что здесь прям радовать, да, здесь состояние азарта, необходимость идти вперед. Здесь вот именно азарт, я одержу победу, и победу вы действительно одержите. Что касается финансов, давайте посмотрим. Финансов у львов в августе. Вы знаете, здесь есть такой момент, когда меняются либо источники дохода, либо условия получения этого дохода. У большинства здесь будет как смена источника дохода, потому что, с одной стороны, тройка жезлов – это продолжение, да, то есть то, что вы получаете, вы продолжаете получать, вам это нравится, вас это устраивает. Есть такой момент, что ко многим приходят деньги от мужчины, от мужской фигуры в основном, и вас это опять же устраивает, но по карте смерти здесь происходит некая такая трансформация, здесь происходят некие изменения, перемены в условиях получения вот этой вот финансового ресурса, да, финансового источника. Этот момент вас немножечко озадачивает, этот момент вас немножечко, так скажем, приводит в чувство смятения, но все равно вы при деньгах, все равно здесь денежный канал, денежная энергия, она присутствует, она работает, все хорошо. Просто единственный момент, вот шестерка пентаклей, карта смерть, это момент трансформации, меняются здесь условия получения и условия отдачи вот этих вот денежных средств. Тем не менее, вы при деньгах. Здесь с пустым карманом не останетесь. Просто есть некие такие вот корректировки. Что касается личной жизни, давайте посмотрим. У львов в августе. Шестерка мечей. Вы знаете, у большинства здесь будет погружение в работу, погружение вот именно в активную трудовую деятельность.
Для тех, кто ждет новое знакомство, скорее всего, оно состоится, либо себя весьма активно проявит человек, который находится в вашем окружении. Но, тем не менее, карта Луна говорит о том, что много в сфере любви, в сфере личной жизни будет вопросов без ответов. У кого-то это тайные отношения, которые так и будут продолжаться. У кого-то это неопределенность в постоянных отношениях. У кого-то, если новое знакомство, причем новое знакомство, либо проявление человека может быть через поездку, через дорогу, но это будет как-то не совсем конкретно. В августе здесь будет присутствовать некая двойственность. Но в более отдаленные сроки, это скорее сентябрь, здесь ждет вас принятие решений и прояснение ситуации, прояснение информации, которая вас немножечко ставила в так называемый тупик. Но в будущем нужно отметить, что львов ждет любовь и счастье. В августе не самый простой период, он еще может быть, знаете, по какой причине? По той причине, что вот если вы находитесь в паре, в стабильных отношениях, да, так или иначе, здесь либо расстояние может вас разделять, и поэтому как-то не хватает внимания, не хватает общения, не хватает ответов на вопросы, плюс карьера, погружение в карьеру, в работу, в рабочую деятельность, тоже отнимает достаточное количество ресурсов и заставляет переключиться со сферы личной жизни на работу и дела. Тем не менее, в дальнейшем сентябрь и более отдаленный период – это время благоприятное очень для любви у львов. Здесь все будет хорошо, все будет благополучно. Да, главное знать, к чему вы стремитесь, главное идти к цели, вот именно в сфере любви, и обязательно будет вам счастье, достигнете вы этих целей. Давайте посмотрим совет предостережения, что у нас будет, к чему стремиться. Переменам. Обязательно нужны перемены. На месте стоять не нужно. Причем это перемены в сторону стабильности. Что-то нужно сделать для того, чтобы вот твердую почву под ногами обрести. Совершенно верно. Четверка жезлов, четверка пентаклей. Причем здесь стабильность в делах, стабильность в финансах. Обязательно все должно устаканиться. И важно к этому стремиться. Но, судя по всему, для того, чтобы все устаканилось и стабилизировалось, перемены нужны в таком ключе, чтобы какие-то моменты были ограничены. Нужно в чем-то себя ограничить, нужно как-то себя ограничить, нужно что-то поменять. Ну, у нас здесь в сфере финансов идет небольшая трансформация, возможно, также в сфере работы. Здесь вот этот вот новый проект, новое начало потребует определенных коррективов. Давайте посмотрим, чего остерегаться львам в августе. Сила повешенной. Вы знаете, в первую очередь нужно рассчитывать свои ресурсы, не жертвовать собой, не жертвовать глобальными какими-то средствами ради достижения, ради получения определенной цели. Здесь очень важно, чтобы цель оправдывала средства, потому что здесь некое такое вот незрелое, необдуманное решение, оно может завести в некий такой тупик. Поэтому нужно рассчитывать свои шаги таким образом, чтобы каждый ваш шаг вас приближал к стабильности, а не погружал в некое такое подвешенное состояние. А для этого свои силы нужно соизмерять, силы нужно рассчитывать, да, и в чем-то действительно уметь себя ограничить. Вот такой у нас получился расклад, прогноз для львов, уважаемые, дорогие друзья. Буду благодарна всем за обратную связь и до встречи с вами в новых видео.